Итак, друзья, продолжаем стримить, продолжаем. Надеюсь, солнце не перегреет камеру. Значит, мы сейчас едем с детским тарифом до Лобнинской улицы. Вот. Ну что ж, едем. Итак, через 50 метров поверните направо, а затем развернитесь. Яндекс сегодня радует, поверните налево. Прям практически вот, именно в том месте, где я останавливаюсь, там меня ждет и следующий пассажир. Это необычно. Вот. Может быть, Яндекс поменял алгоритмы? Было бы неплохо, если бы он так сделал. Но что-то верится с трудом в такое счастье. Вот. Значит, мы подъезжаем сейчас в район... Через 300 метров поверните налево. Как вам сказать, где? В общем, между Динамо и... Не, какой Динамо? Между... Короче, не важно. К черту подробности. Вот. Поверните налево. Зона тут такая. Не очень. Вот. Предыдущий пассажир что-то как-то... Через 200 метров поверните налево. Во Я двор. поэтому с открытыми окошками еду. И мы его ждем. Так, переключаем камеру на салон. Пускай будет так, почему бы нет. Так. Поверните налево. Во двор. Остановка запрещена. До конца Направлено маршрута в лоб и осталось спину. 50 метров. Так, отметимся на месте, включим габариты. Вот, где луны, я не знаю, может это как раз, которые там стояли. Вон машет мне. Да, вот они, машут. Сейчас мы поставим... Вы приехали. И все по ФБС, да. Один раз уже была отгрузка по ФБО и все. Пожалуйста. Лобнинскую, да? Да. Чуть песней, пожалуйста. Едем. Да. 22 минуты. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 22 минуты. Через 200 метров поверните направо. Поверните направо. Через 200 метров держитесь левее. Держитесь левее.
300 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Поверните направо. А как же мне его дали рассчитывать? Я ничего, даже ничего не знаю. Нет? Камера на стоп-линию. Ограничение 60. Может мне да, а он и так же у меня до конца недели рассчитан. Почему мне его в понедельник сказать? Не знаю, завтра все будет как бы понятно. Я думала, я с ним сегодня поговорю. Он сказал, что он завтра. А девочки куда пойдут? Девочки к Илье идут. Клеят? Понимаешь, же не хотела. Нет, это тоже идет. Но она торгуется сейчас за деньги. 500 ходит. Через 300 метров круговое движение. Первый съезд.
Алло. Сейчас я просто уехала, сейчас я скажу, что вы следующий, собственно. Круговое движение. Первый съезд. Алло, Вик, чего они там не выносят подушку? Камера на 60. Направлена в спину. Вон там у нее уже ладно ожидание, у нее там истерика вообще уже. Блин, дебил вообще. А сейчас нашли они? Позвони до Вика, она там в истерике мне звонит уже. Камера на 60. Впереди камера на 60. Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Там на остановке на каком-то. Впереди камера контроля перекрестка. Вот на ближайшей там, да, вот справа? Какую любую? Вот она тоже. Да, да. Можно на остановке? Да. Или нет? Или вам уже неудобно с этого ряда? Не, мне удобно в любом случае. Сейчас гляну, просто камера есть, нет? Что там? Камеры гляну, есть, нет? Вроде нормально, можно. Поверните налево. Замина, спасибо большое. Пока. Камера на пешеходный переход. Ограничение 60. Направлена в спину. До свидания. Через 300 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Я не знаю, Вика, мне так неудобно даже стало. Так приятно, знаешь. Не знаю, что скажу. Поверните направо. Просто она же приходила, мы же с ней всегда сидели, болтали, то есть, что же такое вообще.
300 метров. Круговое движение. Второй съезд. Круговое движение. Второй съезд. Нет, нет. Мам, не надо было мне на работу. Поверните направо. Во двор. Через 200 метров поверните налево. Нету сегодня тоже не пришел, я жду ночи проспать. Ты одеждой слушай. Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. А нет, нормально, адекватно, новый пакет. Он говорит, Игорь, ты еще думал, говорит, типа, может там что-то нужное. Я говорю, вообще-то там все нужное. Я говорю, давайте мы здесь лучше выйдем, Да? а то вы не заедете. Хорошо. Спасибо вам за это. До У вас самого район, дома. да, заедет, Да, и тут очень можно сложно. стоять тут. Все хорошо. Хорошо, мам тоже. Короче, вот так, я говорю, ничего не знаю, на карту мне папа перевел. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Следующая девочка там стоит. Так. Алиса! Вы приехали. Сейчас я быстро уберу. Опа. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Ну, постарайтесь. Нет, я думаю, что... Я аккуратненько. Вот, сейчас музыку, наверное, даже потише сделаю, чтобы у вас вообще... Нет, нормально. Это... Так, мы на фестивале, да? Да. Едем. Если у вас будет такая возможность, было бы здорово туда-обратно. Мне там... Добро пожаловать. Не Ага. забудьте пристегнуть Так. ремни безопасности. Ладно. Даже Так, на щас. заднем сидении. По стоимости сколько? Я должен сказать. Ну, да. Я могу сказать, там по времени обычно я, ну, то есть время самое главное, да? То есть- Да нет, я забылась, на таблетки спущусь. Не, я имею в виду сумму, я могу сказать, когда буду знать, сколько время обратно мы будем ехать. А, хорошо. То есть не могу сейчас сказать. Давайте тогда 514 туда, 514 обратно. Так, туда 20, ну давайте, если обратно 20 минут, тоже. Хорошо. Маршрут перестроен. Новая работа. Поверните направо, а затем да, поверните да. налево. Я вот тоже, вы знаете, ну так, вы, конечно, никому не говорите, вот, но если много работать здесь, то в целом, то есть вот предел, что я могу Маршрут заработать чисто перестроен. карман, это 400 тысяч. Это много даже по меркам офиса. Маршрут перестроен. Даже начальников. мало Через кто 200 получает. Ну, метров это будет, держитесь левой полосы, а затем соответственно, поверните износ. налево. Ну, вы знаете, какой бы железный не был человек, там дисциплинированный, но это просто нереально. Так на износ. А я работать. решила помочь сестре и в моменте уже понимаю, что... Вообще я почти когда-то
связывалась на прошлой неделе с Москвой-Сити. Мгм. И она говорит, очень выручишь. Я такая, ну в целом. Я говорю, мне до учебы, учеба в пятницу начинается. Я такая, ну в целом, почему нет? И в моменте я поняла, что к тебе начинают относиться так же, как будто ты всю жизнь в уборщицей работала. Ну, Я что-то где-то не знаю, а будем на это насрать. да, есть такое. Ты пришел их выручить, потому что уборщицы, которые они пытались найти, никто не согласился на них работать. Есть такое. Но тут тоже, знаете, каждая работа со своей спецификой. Вот. Соответственно, если вы помогаете там по кухне, то специфика в себя и включает вот этот негатив, что к вам будут как-то плохо относиться. Позитива я не знаю. Ну, если только подработка, да? В виде Которая денег. мне не требовалась, на самом деле. Эти деньги того не Да, стоили, то есть они если только деньги, то там, наверное, не очень, да, большие деньги. совсем небольшие. Вот. Бизнес. Поэтому вот я лично как бы знаю, где работаю, и что бывают ко мне требования необоснованные, но это с этим потом Поверните налево. не то чтобы смиряешься, но считаешь, что это норма. Или считаешь, что это по теории вероятности. Там из 100 поездок одна будет проблемной. Если это теория вероятности, что на нее обижаться? И вот может быть у вас тоже. То есть из там 5 дней один будет неудачный. Вот трудный. Что замучают там или придираться будут, или сами устанете. Разве я теперь смотрю на эту историю как опыт? Да, хорошо. Лучше что-то сделать и пожалеть, чем не сделать что-то и жалеть об этом. Поэтому опыт это да. Вот вы опыт получили и вот подумайте потом. Сюда, да? Будьте внимательны. Рядом школа. Впереди камера на Контроль всех разметку. правил. Ограничение 60. Направлено в спину. Через 200 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Поверните налево.
60. Впереди камера на 60. Камера на 60. Направлена в спину. Алиса, фестивальные 9, поехали. Через 300 метров держитесь левых полос. Держитесь левых полос. Держитесь левых полос. Несколько лежачих полицейских. Контроль всех правил. Ограничение 60. Впереди камера контроля перекрестка.
Ограничение 60. Контроль всех правил. Ограничение 60. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Хорошая локация у вас, где живете. Да, Там же вот мне очень нравится. этот самый... Фестивальный парк, Северный речной вокзал, Да, Северский заповедник. Да, Северич вокзал. А вы туда не ходили? Там... А это мой любимый, я по нему бегаю. А вот там лежаки на постоянной основе стоят? Да, А загорать, значит, тоже можно. Да? А купаться нельзя. вот не знаю, скорее всего закрыто, потому что лежаки самого левого края, я не пускаюсь. Но в прошлом году было перекрыто какое-то время проволокой, Мгм. и это потом сняли. Но вот в такое же, даже не летом, в определенную погоду. Будьте внимательны. Здесь ограничение по времени Ну остановки. там платно, бесплатно? И Вот эти. платно есть, и бесплатно есть. А бассейна нету там? Бассейн есть, он платный. Ага. А не знаете почем? Я не знаю. Он там открытый, я в открытый. Камера на полосу. Ограничение 80. Поверните направо, во двор. Всегда думаю, как на этих колесах катаются на моноколесе. Думаю, упасть можно. Будьте внимательны. Рядом школа. Придумали же, да, вот так вот. Да, зачем? Через На одном 200 колесе. метров поверните налево. Хочешь ездить, кажется, это наоборот не прекрасно. Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. Его никак никуда не прицепить не оставишь. Собой, да, под мышку обычно. Поверните налево. Вот здесь. Вот здесь, да? Я вам переведу денежку. Так. Ну, вы вернетесь? Да. Ну, тогда хорошо. Я вас жду. А, хорошо, я тогда сразу никуда это. Куда пойдете? Куда оставлю? Да, оставьте, да. Всё, спасибо. Я пока развернусь, вот там, если что, буду. Хорошо. Там махните мне, я подъеду Все, сюда. поняла, спасибо.
я думаю, минутки 2. Хорошо. До конца маршрута осталось 50 метров. Вы приехали. Так, ребятки, посмотрим, идет ли стрим. Не идет, что ли? Идет. О, короче, кто-то позвонил мне, видели, да, там, блин, конечно. Я думал, что сейчас и скинется стрим, и вообще, ну, залет, на самом деле. Залет такой. В общем, договорился я за обратно тоже отвезти девушку. Вот. Сейчас пока проложу маршрут. Так. Откуда мы дети ехали-то? Ладно, завершаем, по идее. И там... Спасибо за поездку. Заказ Сейчас будет посмотрим. оплачен наличными. Так. Для улучшения качества Кстати, обслуживания вот и проверим. поставьте нам Время оценку в приложении. 17:30. Пока 1800. Начал в 15:30. 15:30, 16:30, 17. Блин, 900 рублей в час. Мало! Так, а мы ехали из... Нет, погодите, это не то. Сейчас, наверное, обновится еще. Нет, 2200, то есть 1100 в час. Получается пока 1100 в час. Вот последний заказ. И мне надо отвезти ее обратно на Лобнинскую. Алиса! Лобнинская 13К4. Извините. Так, и тут проложим. Так, Лобнинская 13К4. Есть такая. Поехали. 26 минут. Блин, ну надо с нее что-то Через тогда 100 брать. метров развернитесь. Дольше все-таки. Так, разворачиваем авианосец. Разворачиваем. Так, переключу-ка я камеру на дорогу. Вот такая дорога. Дорога. Так, поехали.
Так, что-то я уже переживаю. Сказала 2 минуты. А уже сколько я жду. Так, как мне ехать? Ага. Советует вот так. 9-й дом. И вот туда. Туда. Мгм. Ну, блин. Ой. Так, время 17:37. По идее, кафе разгораются сейчас. А я тут с этой девчулей. Может, в центр ехать, а? Что там по пробкам? 6 баллов. Так, пробки 6 баллов. А вообще как там? О, нафиг. Скажем дружно, нафиг нужно. Ну, единственное, что, может быть, большой круг поставлю. Но это потом. Нет, вообще, как мне смогли дозвониться, если у меня стоит Do Not Disturb. Специально ставил уже такой режим. Так, алло. Нету все ее, этой девчонки, а?
кинула, что ли? Ну как же так, а? Вот как так? Нет, пока не верится, что кинул. Да нет, ну, мне кажется, вряд ли. Я же знаю, откуда я заказывал, кто ей заказывал. По идее, ведь найти-то ее тогда не трудно будет. Подъехать туда и сказать, она не заплатила, и все. Поэтому, ну, вряд ли будут заниматься таким. Это самое, кидать. Ну, вряд ли. Итак, включим все-таки камеру. Давайте еще пробежимся по заказу. Значит, обновим. Работаю. Ну, 2 часа, да? 2 часа 2200, то есть 1100 в час. 5 заказов. Очень много было зеленых. Вообще зеленые заказы на самом деле. Но прикиньте, что все равно 1100 получается в час по зеленке. Ну, вообще удивительно. Не ожидал, если честно. Думал, меньше будет. Вот. Все заказы в целом... А, не, вы все не видели. Ну, можно пробежаться. Вот смотрите. Значит, первый заказ вообще был зеленый. Вот смотрите. 0 доплаты. Вот. То есть получился, ё-моё, там 398 рублей. Какой ужас. 20 с лишним минут ехали. Вот. Второй заказ был с кэфом. Прямо оттуда же, вот прям с этой же точки вез судью. Вот, то есть 600, 260, это, ну, где-то 1,6, да, 1,7 коэффициент. Вот, тоже 20 минут, но уже, видите, в 2 раза получилась цена больше. Так, следующий заказ был Каратыш. Посмотрим. Тоже зеленка, видите, зеленый заказ. Зеленый заказ — это заказ без коэффициента. Следующий заказ, смотрим, 700 рублей. Вот был уже с коэффициентом. Ну, там 1,4 может быть. И последний заказ. Кстати, глянем, он с кэфом, нет? Ну да, небольшой кэф был. 1,2, 1,3, где-то так. Кэф. Так, ну где девчонка-то? Ну это уже нехорошо. Как получается-то вообще-то? И все нет и нет. Как это так? Подъеду-ка я к ее воротам. Поверните налево. Вон она, походу, бежит. Да, бежит. Так, ладно, закроем. Закроем, так поедем. Все нормально? Да. Хорошо. Я прям как бабка. Нашла цветные пакеты дома. На таблетках? И на таблетках. И такая, мне надо цветные пакеты.
Я думаю, такая, чё? Такая ссылка на работу. А чуть посильнее дверку закрыть. Так, всё. О, Мгм. где там я слышала, там через коктейль делают. Ага. Какие-то, что, успокоительные или? Нет, у меня редкое заболевание, у меня гормоны не вырабатываются, я их искусственным путем принимаю. А, То есть гормон стресса, щитовидный гормон, гормон роста, ага. вот, эстроген, тестостерон. Да, что тестостерон нужен? Это же Да. вроде тестостерон, это мужской. Нет, тестостерон его просто больше у мужчины, чем у женщины. А, у женщин он тоже есть, да? Например, есть же такие женщины, карьеристки. У них просто повышенный тестостерон и почти нет эстрогена. У всех худых женщин уменьшается количество женского гормона в теле, увеличивается тестостерон, когда они много занимаются спортом. Мгм. Вот это интересное достаточно исследование. Да. Но мне кажется, женщинам можно мужской получить. Вот мужчинам получить женский это проблема. Это животик сразу, Да. да? Сразу это попа вот такая будет, да? Да, Вот. Сразу переменчивость настроения. да, поэтому у детей до 14-15 лет и женского и мужского гормона одинаковое количество. Через 200 метров поверните направо. Быстрее начинает заканчиваться женский гормон, а у девушек он просто перестает вырабатываться тестостерон. В этом вся разница. Ага. Поэтому это действительно правда, то, что переходный возраст мужчин точно Поверните идет, направо. потому что у них начинает увеличиваться тестостерон. Через 100 метров поверните направо. Гормоны не заканчиваются. Просто наращивается тестостерон. А у женщин Поверните направо. Так, проедем. А вот то, что на износ работала, не пила таблетки, пока жила у второй сестренки. Мгм. Поэтому вызвала такое. Вчера сначала Через что-то 200 было, метров поверните направо. мы тоже так сказали, совсем не говорили. Сегодня не своему организму. Да, теперь. берегите. Вам надо умственно работать. Это когда ты у меня такая есть, просто я немножко заработала себе организм. Ну, вы учитесь, наверное, Да, 4-й курс. да? Где? Если- Ракетно-космический королев. А, в Королеве, да, знаю, там этот, в лесу, в сосновом Поверните направо. городок. Да, там да. общага стоит. В лесу. Вы второй человек в вашей профессии, кто со словом королев такой, да, точно, общага там. в лесу». Через 200 метров поверните налево. Место просто красивое, сосны, то есть, и оно так на отшибе, ну, то есть, Да. в принципе, закрытый, да, такой городок-то, ну, Да, он и всю жизнь был закрытый муниципальный город, идеального развлечения. Так же, как Поверните налево. Сергей Посад был военным городом, а этот достаточно интересно. какой факультет? Финансы и кредит. Ясно. Работала, уволилась в агентстве недвижимости. Вот последние 2 месяца. Ну, там-то тоже на износ. Да, Это вообще нервы, если вы продавец, там, ну, как вы, риэлтор, да, это же вообще там нервы на нервах. Через 200 метров поверните направо. Вы что, это, экстраверт? да. Не, я вот больше интроверт, мне больше подумать, проанализировать там, вот, какой-нибудь код написать там, вот интроверт я
Поверните направо. Что я, потому что в работе риэлтора мне больше нравится аналитика. Именно сидеть без клиентов и анализировать, какое жилье им больше подошло. То есть там, мне очень нравилось, когда мне давали четкое ТЗ, что мы там выходим с машиной. Камера на стоп-линию. Ограничение 60. Направлено в спину. Да, но в целом все равно. Впереди камера на разметку. Работает риэлтор. Да, до этого рекламщиком я работала, бухгалтером работала. Потом в прошлом году, вот в это же время, открывала табачный магазин в Королеве. Вот. Самый крупный онлайн табачный магазин Королева. Митись. Будьте внимательны. Здесь ограничение по времени Вас остановки. уже покидала жизнь. Да, я сама себя везде кидаю. А здесь, когда мне сказали, будешь посуду мыть, я такая, да в целом. Я такая, финансовая подушка у меня есть, так что в целом почему нет. Я потому что помню, мама в детстве постоянно говорила, будешь учиться посуду мыть. Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Да, ну на самом деле закономерности в этом нет, конечно. Вот, по учебе, по дальнейшей судьбе. Много же там, да, примеров. Вот, и любых там, берите вот этих. Билл Гейтс, Стив Джобс. У них же не было образования-то. Вот. Ну, есть такое, потому что вот середнячку, конечно, образование надо, чтобы быть чуть повыше среднего. Но если гений человек, то ему, наоборот, образование навредит, потому что образование учит быть средним. Да. Я вот сейчас Орла прочитал. Поверните налево. Орла, это 1984 книга, да? Ну, где он описывает будущее, но он описывает это где-то, он ее где-то в 60-х годах, 1960-м написал. И описывает вот 1984 и описывает, вот прям смотришь на Европу там, вот один в один. То есть свобода — это рабство, незнание — это сила, мир, точнее, война — это мир, большой брат смотрит за тобой, то есть вообще вот так вот, вот это читаешь, вот он описывает этот мир, и в том числе образование описывает, и начинаю я понимать, вот почему в США так снижается образование, почему в Европе очень тотально снижается качество, для любых там брать, начиная от политиков, которые, ну, просто вот уже, ну, посмешище какое-то, да, и заканчивая, ну, обычными там людьми, то есть какое-то вот взять советское образование или китайское сейчас образование, так оно гораздо, Да. ну, умнее, скажем так, чем сейчас. Вот, Причем без утраты знаний со временем. Потому что да, и я без утраты, да. куда больше встречаю бабушек, которые очень умные. Она знает химию, она в идеале знает географию. То есть она может назвать столицу любой страны, например, 80-х. Но если спросить сейчас тех детей, которые там как на 300 баллов сдали ЕГЭ, какие-то вопросы чуть дальше математики и ЖИШи, Да. это катастрофа. Да, ну в ракетно-космическом, конечно, нормально учат. Я недавно спрашивала, мы сидели, получилось так, что собрала нас одна знакомая, а мы родом из Ташкента. И вот она собрала день рождения у нее, мы вместе с ней прилетели 4 года назад из Ташкента. Ага. Она учится в высшей школе экономики на самом дорогом контракте за 1 миллион рублей в год. Ага. И, значит, я говорю, собрала, вот раньше анекдот такой, как собрать человеку друзей, если он дружит с легавыми бандитами и наркоторговцами. Вот то же самое
хорошо, что у вас ум, интеллект есть. Это очень хорошо. Вообще молодежь сейчас есть очень умные. Вот прям я кого вижу, прям молодцы. Прям радует. Вот у них там проекты какие-то. Вот они именно умные, что-то, именно творчество, что-то творят, думают, размышляют. Как-то бывает, да, конечно. Вот поколение... Контроль Например, разметки. Ограничение 60. Направлено в спину. Вот я, как это сказать, я 90-е, да, прошел. Да. Вот, у нас там плайн-классы уже, да еще и в 90-х их уже там перестреляли. Там, в общем, очень так было жестко все. Там район на район дрались. Ты мог просто там пойти куда-то и не вернуться, потому что ты как раз попадешь в этот замес, что другой район к тебе пришел. Вот. Но у нас все равно еще остатки вот советского, да, вот образования были, и то есть оно действительно, оно учит выживать в любой ситуации. Вот в любой окуни, и ты выживешь. Найдешь там, пропадешь, выкарабкаешься. Впереди камера контроль И перекрестка. потом долгое время это было потеряно. А сейчас вот я на молодежь смотрю, ё-моё, я прям вот честно радуюсь. Это, во-первых, полная противоположность, какая молодежь на Западе. Ну, вот там действительно, скажи, вот в Венеции, да, там, что это такое? Они, Несколько лежачих полицейских. Я очень рада, с одной стороны, что я сейчас работаю там, где работаю. 3 дня, я всего на 3 дня вышла. Я себя таким образом хотела наградить за то, что я на предыдущем месте работы ушла, потому что не смогла приходить к 10 утра. Я опаздывала до 10:15, до 10:20. Раньше 10 прийти нельзя. Позже нельзя тоже. Максимум 5 минут опаздывания. Сейчас я думаю, ну вот здесь можно прийти хоть на 20 минут позже. Зато ты будешь работать с 11 до 11. Что-то в голове меняется. Через 300 метров круговое движение. Второй съезд. Все, ты не видишь свет, если я сейчас не выехала. Все, ты не понимаешь, какой день такой, за какой день тебе число. Ты работаешь, ты не понимаешь, который час. Вот в этой комнате тебе у тебя посуда, которая не заканчивается, ты можешь руками. Плюс я очень долгое время готовила проект, связанный с мигрантами. По помощи мигрантам, так как я в свое время 4 года прожила в России мигрантом. И мне вот этот именно опыт тоже сейчас важен был. Почувствовать себя именно вот в такой шкуре в том числе. Круговое движение. Второй съезд. 4 года назад я Держитесь левых полос. тоже работала в уборке, но я работала в уборке квартир. Я там выставила фени, ходила, жила в ходила, убирала в квартирах, потом на парах. Камера на 60. Направлена в спину.
Камера на 60. Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Поверните налево. Камера на пешеходный переход. Ограничение 60. Направлено в спину. Через 300 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо.
Поверните направо. Через 200 метров круговое движение. Второй съезд. Круговое движение. Второй съезд. Через 200 метров поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Поверните направо, во двор, а затем поверните налево. До конца маршрута Пожалуйста. осталось 200 метров. Большое, да. Могу вам перевод английский банк? Да, пожалуйста. Там чуть побольше будет. Хорошо. Просто ехали 30 минут. Ну, Ага. Продиктуйте номер телефона. 926 Мгм. 777 1105. Кстати, мне удобно, если на Яндекс кинуть. Вам, наверное, все равно, ну там, да, это при выборе. Так, ну сейчас. Да, так, сейчас. У меня там основной Яндекс стоит. То есть там у вас же ничего Да, не снимут есть. дополнительно, да? Вроде нет. Мгм. Говорите номер телефона. Ой, сумму. 1150. Ну, это вот 500 за то и 650 за... Денис Юрьевич. Все верно. Все, пришло. Спасибо большое. Ой, пришло. Ага. Спасибо за support. Держите. Пришла вам? Пока нет. Вот, смотрите. М. Да.
где тут у них история. Алла, да? Да. Все, спасибо, да. Видите, я вот прижал. Это я первый раз с вами на Яндекс кидаю вот с вами. Видите, не приходит это. Пуш не приходит, да. Все, всего хорошего, до свидания. Так, плохо. На Яндекс пуш не приходит. Это плохо. Я думал, пуш хотя бы придет, а тут, видите, нифига, пуш не приходит. Значит, на Яндекс в целом тогда и невыгодно. Итак, значит, 1150, ну, 650 и... Так, 650, 15:30, 16:30, 17:30, блин. Съехал по заработку. Уже где-то 1050 в час. Так, выходим на линию. Смотрим вообще. Нам выгодно выходить 1100. Ну, не особо. Ну ладно, выйдем. Даже может быть мой райончик поменяем на больший. Так. Мой район. PS7. Мы там пробки будем собирать. Да ладно. 7 так 7. Поехали. Так, проверим стримчик. Да, стрим идет, я вижу. Да. Трям. Напишем в чат. Так, куда же нам выдвигаться? Куда, скажите? Куда бы нам выгодно выдвинуться? Ну, поедем в зону, естественно. О, 1:37. Комфорт. Над вагон ремонтная Дубинка. Каратыш. Ну, ладно, Каратыш, ладно. Через 200 метров держитесь правой Алиса. полосы, а затем поверните Дубнинская, направо. 40 АК2. Поехали. Ну, да, нам туда надо выехать сейчас. Так, переключим камеру. Маршрут перестроен. Так. Едем. Значит, будет коротыш по комфорту. Через 200 метров Вот, держитесь как раз, правой да. полосы, а затем поверните 400 направо. где-то рублей должно быть.
ну там вообще коротыш получается. Люди сейчас начинают разъезжаться с работы по домам. А меня что-то накрывает уже. А мне еще всю ночь Поверните направо. работать. То есть, вот так если подумать, значит, я сегодня в 3:30 вышел на работу. Значит, в 4:30 утра у меня будет 13 часов. Еще вот эту девчонку я возил, это прибавляем, это будет уже 5 часов. Потому что я был не на линии, поэтому надо прибавить к общему времени, чтобы, ну, то, что Яндекс даст доработать. И кроме того, возможно, если будет такой относительно провал по заказам, то я это самое, ну, спать лягу, найду зарядку, вот, и заодно там часик посплю. Не получится, наверное, сегодня больших заработков. Ну, будний день. Вот, если только удачно пойдет цепочка по заказу. Вообще, вот была у меня сегодня идея оставить только комфорт. Почему? Оставить только комфорт. Сейчас у меня включены 3 тарифа: эконом, детский и комфорт. А почему хотел оставить только комфорт? В комфорте по умолчанию включен кондиционер в стоимость поездки. Вот. Так как в целом мне из-за этого телефона перегревающегося мне кондиционер просто необходим, то есть, ну, я его все равно включаю, кондиционер, то... и сегодня жарко вообще-то, вот, то есть, если без кондиционера, я бы, не знаю, как я сегодня днем бы катал. Вот сейчас нормально уже, без кондиционера можно катать, что я и делаю. А днем нереально. И вот днем можно было бы включить только комфорт с надеждой на то, что все женщины, вот, кто не любит там дискомфорт от жары, они катали бы, точнее, они вызывали бы комфорт. Потому что там есть кондиционер. А в экономии, ну, не обязаны. Так, ну что, переключаем камеру. Вот. В целом, вот где я сейчас катаю, эти районы, они очень Будьте внимательны. спальные Рядом и школа. очень древние спальные районы. Понимаете, их вот делали вокруг определенных предприятий, оборонка даже вот здесь есть недалеко, и вокруг, соответственно, ну, такие вот слева сейчас гаражи, тут вот пятиэтажки, в общем, ну, так себе на самом деле. Ну и контингент тут так себе тоже. Вот. Я к тому, Через что 200 сейчас, метров некрасиво поверните вот, направо, во двор. картинка, вот, где я езжу, она нет. Вот ночью я поеду в Москву, да причем дождика нет. И вот там будет прекрасно. Так, давайте переключусь. Девчонку снимем. Поверните направо, во двор. Здравствуйте. Чуть посильнее, пожалуйста. Я нежно хотела. Это хорошее желание. Вот, ну, видите, она такая дверь. Дублинская, да, мы едем? Вам как наличными или привезти? Мне лучше перевести. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Ну,
если у вас Поездка по наличные Яндекс.Картам взять, займет можно и наличные 13 минут. взять. Сколько там сейчас я гляну? Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поездку короткую такая сумма. Ну, Я вот так даже вот. удивлен. Мне сначала послышалось 195, думаю, ну, 590. думаю, А вечером такси. а тут, знаете, Это ладно, мне надо было летом, было очень жарко, с Дублинской сюда, ну, как бы собаку я по жаре не хотела переть, она у меня карликовый такс, я думаю, сейчас скажу. Поверните такси. направо. Вот за такую поездку я заплатила за такси, 1800. да. А это как это понять? Зоотакси, это какие-то Ну, есть специальные- частники, а есть такие, которые, ну, официальные зоотакси. Это я еще через частника, а потом мне девчонка знакомая говорит, ты что, ненормально? Я говорю, ну вообще я считаю, что тут ехать действительно, ну что ж ты собака, она маленькая в руках. Ну да, что-то... Да, и она мне сказала, забыла, Гриф, по-моему, что ли, приложение, называется, там заказываешь частные такси, машины, и потом я собака вот ездила за 500 рублей также, если мне надо было. И как бы, ну, я написала, что собака. Просто раньше, например, можно было с собакой ездить, ну, как бы, а сейчас нету такой функции. Да есть же, ну, Я вот не знаю, я у не- меня включено, Включено. да, домашние животные. Ну, там, как вам сказать, там это, ну, правила есть определенные, да, там переноски. Вот, но один раз я даже, знаете, ехал с этим доберманом. Вот эта пасть вот туда такая висела надо мной. Я думаю, не, говорить даже ничего не буду. Вот. Ну, он слюнявый такой, ну ничего, доехали. Там с большими собаками тоже есть правила, что Естественно. они там застелить должны хозяевам. Не забыли. Вот. Ну, с доберманом, да, это... Так тоже вот это вот частная, притом девушка была, и она мне, я забыла, какой это джип, и у нее сзади гамак для собак вот сейчас продают. Прикольно. Прикольно, но я сразу ей когда писала, что ну вот мне во столько-то надо по времени, типа вы успеете, я сказала, что я собаку повезу на руках. И я посмотрела на этот гамак, ну ёпрст, вот этот за 1800 такую короткую поездку, и там, знаете, вот просто ну, грязь. Мне так было неприятно, вот даже вот впереди сидеть. Я говорю, я собаку, она такая, типа, сажайте. Я говорю, я туда свою собаку не посажу. Непонятно как тоже. Так что я уже расценкам такси давно не удивляюсь. Ну, нет, ну вот это... У меня иногда бывает, ну там, ну, бывает в Кунцево, наверное, чуть ли не дешевле съездить, чем по району. Правда, такое тоже бывает. Вот тут, да, ценообразование такое. То есть Непонятное. мы как? Мы, это, ну, я и коллеги, скажем Мгм. так. Вот, мы поняли, что длинные поездки Яндекс датирует. То есть он именно делает... То есть вот короткая поездка для вас может быть, да, действительно даже Ну, по такой же получается, цене, да. как куда-нибудь. Вот. Логики мы в этом не нашли. У нас это отражено как скидка. То есть Мгм. прям такая позиция. Вот, мы в Яндексе спрашиваем, что за скидка? Это что это такое? Как это? То есть из одного и того же места, например, короткие без скидки, а вот если длинный, то там пишут такая скидка. Что за скидка? То есть это не Яндекс Плюс, ну ничто. Ну, непонятно. Потому что, например, даже пробовали с одного и того же аккаунта заказывать, например, короткое и длинное. Вот на длинную скидка. Поэтому да, длинные могут быть по цене сопоставимы даже Ну, с короткой. реально.
А так есть же вот эта опция с домашним животным. Я иногда вожу. Я да. смотрела И- и прекрасно в последнее время. Через 200 метров поверните налево. То есть не было машины или? Ну, вообще, как бы, раньше была доступна опция, а потом почему-то перестала быть доступна. Я не понимаю, почему. Я после вас Поверните проверил. налево. Правда? Что-то там. Сейчас. Вот, например, тоже в субботу я Через ехала 200 метров поверните налево. в 6 сюда. Будьте внимательны. Рядом школа. В субботу, уже где-то 3 дня, наверное. В начале 4-го я почти 1000. Поверните налево. Ну, я имею в виду тоже вот километраж какой. А не тут вот. Чё-то... Это мы еще с вами сейчас долго, у нас повел, можно было быстрее доехать. Это уж я не выпендриваюсь. Да? Просто доеду хорошо. Быстрее это как? 800, через 800 лет там или Ну, как? можно было и вот на Дмитровку выехать и проехать. Здесь На вот как раз Дмитровку было. через ДСК и ну да, в целом, да, я согласен. Тут вот Через 200 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Пишет навигатор, не понимаю. Вот сейчас. Одно дело, когда пробки, а иногда он так прокладывает. так, пока 92 секунды, значит, тариф, вы говорите, вот, так, смотрим, вот, опции тарифов, и вот перевозка домашних животных, вот у меня включено, видите, перевозка домашних животных. Ну, может, она просто не во всех машинах есть, поэтому... Она и в экономии, и в в комфорте, экономии. и в детском, и в бизнесе, она есть эта опция везде. Ну-ка, я сейчас через приложение, просто я так через Яндекс.Карты заказывала. Еда. Короче, надо это разобраться, почему у меня это не вылезает. Да, должно вылезти, и Ну хорошо, цены спасибо, там, что сказали. цены там, ну, в смысле, хорошие для вас. Ну, у меня как бы просто муж сейчас после операции, и его особо это, за руль тоже, так просто. А сейчас после работы надо срочно в поликлинику, поэтому как-то... Я говорю, все близко, но так все неудобно. Поверните налево, а затем поверните направо. Я иногда, при хорошей погоде и пешком сюда иду. Ну да, в хорошую погоду, Ну, чушь. у меня сегодня уже сил просто четверг уже, как бы. Я и так на неделю тоже после работы скачу постоянно где-то. Час работы, да? Ну, я, правда, из дома работаю, но я имею в виду, что я сейчас по поликлиникам бегаю. У нас теперь все разбросано, все врачи по всему району. Дмитровскому. В одну... Вот вчера я ездила на 800-летие Москвы. Да. Сегодня, да, на Дублинскую. А раньше очень было хорошо, при 81-й больнице у нас поликлиника была, и как бы там все собрано в одном месте. А теперь построили новую поликлинику на Дмитровском, шоссе 107. Но там тоже не все врачи. Вот искать, что в Бескуднике.
Через 200 метров на светофоре поверните налево, а затем поверните направо. Не, ну многовато сюда вот идти, Ну, конечно. нормально. Собаку взял, если, ну, я говорю, если с ней. Просто у меня у мужа как раз тоже тут вот квартира. И мы иногда там живем, иногда у меня живем. И мы, ну, блуждаем периодически туда и сюда. Романтику создаете. Там пожили, тут пожили. Мы к нему обычно приезжаем, когда у меня горячую воду отключают в пятиэтажке. К сожалению, нельзя проточную воду наливать. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо. Новые провода. А этот, как бы, накопительный просто, ну, ванны небольшая, там чуть-чуть. Камера на 60. Некуда вешать особо. Поэтому, когда воду отключают, мы Поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Около шлагбаума, да, вот здесь? Да? ну да, А, она, по-моему, дальше там ну где-то. чуть-чуть, да. Что-то Там помню. 40, корпус 2. Почти приехали. Да, ну, Пожалуйста, вот там. не забывайте Там вещи в вот. салоне. Давайте я туда сейчас заеду, там развернусь. Тогда. Но мужу нравится больше, потому что гулять, например, у него парк хороший, достаточный. Там Вы приехали. такой движухи на самокатах, на велосипедах. А у нас Это то, что, какой парк? ну, тут вот Дубки считается парк хороший. Ага. Прям, ну, я прямо ехать упретесь. Так, вот здесь. Спасибо. Удобно? Да, да. Пожалуйста. Хоть чуть-чуть ходить. Спасибо. Все хорошо. Рано? А вы закрыли? Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Так, как бы нам развернуться теперь тут? Через 200 метров поверните налево. Да, тут вот заедешь, блин. Разворачиваться потом. Пипец просто. В туннель. О! Массе. А вот ночью вообще труба. Ну, хватит. Так, едем дальше на заказ. Сейчас там на выезде проложу маршрут на втором навигаторе. Всегда так делаю. Так что мало ли там, я не знаю, вырубят или зависнет, или это центр. То есть полезная функция. Это на втором Поверните налево. регулировании. Алиса! Алиса! Что ты спишь-то опять? Абрамцевская 80... 8Б, поехали. Да не так, не так. Алиса! Абрамцевская 8Б, поехали. Ух, ё-моё, 22 минуты ехал. Так, кэш.
не люблю, и все. Что поделать? А не люблю, и все. Нас ребята катают вот днем именно. Говорят, а что ты не любишь кэш? Нормально, говорит. А что там? Там всё Несколько время лежачих дадут полицейских. больше, чем надо. Если перевод будет больше, чем надо, ну, с округлением. Потом, если кэш, то у тебя нету никаких скидок Яндекс. То есть он именно по номиналу, без скидок, без всяких, дает такие заказы. Вот. Так что что-то тебе не нравится. А я полгода катал вообще в чистом виде безнал. Будьте внимательны. Рядом школа. И так доволен был этим безналом, когда вот ты просто не паришься, вот что это там тебе какие-то наличные, что-то там дают, куда-то перевести, ждать, номер телефона диктовать, кидало. То есть практически все кидалы это, естественно, нал и ночь. Нал, Через ночь, 300 причем метров и круговое девушки, движение. да, Третий съезд. и с виду вроде нормальные мужчины, ну не мужчины, больше все-таки молодежь. Мужчина-то я вот так и не помню, чтобы меня мужчины кидали. Молодежь в основном, молодежь. Ну такой, как это, молодежь. Вот, например, сейчас же закон, где там закон? ООН, по-моему, закон обсуждают, что молодежь теперь до 45 лет будет считаться, что это молодежь. Вот такой. Представляете, кому до 45, это можно сказать еще Круговое движение. молодежь. Третий съезд. Ну, в целом, вот если по характеру посмотреть, ну ведь есть же 45-летние. Ты что крутить? И я вот тоже. Ну, молодежь еще в чистом виде. Ну, вот, к сожалению, так получается. Вот. Так, ну вот скоро приедем. Хорошо, что уже прохладно, и у меня уже, скорее всего, не перегреется телефон. Это очень хорошо. Вот все-таки днем прямые лучи, вот когда попадают, ну все, вот все, сразу дымит и вырубается, уходит в спячку. Причем тут даже просто Яндекс.Про может вот работать и ну правда я всегда заряжаю телефон, а заряд он, конечно, дает определенный разогрев процессора, батарейки, там всему, то есть она кипит, конечно, от заряда, но с другой стороны, ну просто привычка такая, включил и сразу провод подсоединил. В целом можно, наверное, эту привычку поменять, но могу не успеть отследить, что Держитесь левых заряд полос. кончается, подходит там к концу. Могу не успеть отследить. Через 200 метров поверните направо во двор, а затем поверните направо. Поверните направо во двор, а затем поверните направо. Вы приехали. Здравствуйте. Чуть посильнее, пожалуйста. Супер. На Абрамцевскую, да? Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сидении.
Держитесь левой полосы. А ты вообще ходила? Да, я все это время прям ходила, не очень ходила. Когда вот приехала после той недели, я прям, я все это время я очень сильно постоянно слушаю, постоянно я просто в день, у меня сегодня 5 оценок. Через 300 метров держитесь средней полосы, а затем поверните налево. Но я ее, кстати, сегодня писала, я все сказала. Она сидела, я сидела на первом классе. Короче, такая штучка. Я вообще не знаю. Ну это, кстати, тоже надо. Но это на 4%. Да. Геометрия вопрос нашли в логике. У меня боится. Кстати, мама любит эту песню. Ты напомнила, мне обещали в марте сделать. Бумпарк? Да, подожди. Это были знакомые, из того, что мы с папой дружили. Она 8 лет. Короче, сейчас общаемся. Мы прям на каждой перемене видимся с ее подружками. Как? Помогаю именно сейчас. Почему ты опять где-то не засыпали? Я вообще не знаю. Она не ходила. Поэтому в этом Крыму каком-то музее Французского. Кстати, как ты уехала? Ну, одну неделю на всем плачу. Типа, компания все. Она работает? Короче, остались. Ну, короче, одна неделя была, ну, типа, нормально, такой можно было что-то есть, но второй просто неделю приехала. Типа, я улетела. Я на формате
Ну, может, 3 недели ходить. Ну, короче, не ходить. А еще один раз у меня урок. А ну, что надо Ване написать, что меня очень сложно тут убить. Да? Прикинь, он не поиграл. This means. Поверните налево. Впереди камера на полосу. Камера на полосу. Ограничение 80. Через 600 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Впереди камера на полосу. Контроль всех правил. Ограничение 80. Направлено в спину. Впереди камера контроля перекрестка. Мне просто я за 50 рублей этому мальчику подарила, чтобы он себе купил пиццу. А я суп. Ну, всё. Нереально суп был очень вкусный. Именно вот я тогда съела просто пиццу и был суп. У нас отдельно очень понравится. У нас вообще очень понравилось. Типа, красотки. Встаешь в очередь, у нас еще есть льготы. По льготам можно еще карточку. И потом это по льготу, типа, прийти, потом эту карточку кинуть, или просто встать в очередь и не заметить. Я так не говорю. Но я тут это, ну, типа, подождите, я секунду. Ты что, типа, подходишь к этой фигне? Делаешь фигню? Я типа смотрю, я секунду. Поверните налево.
Будьте внимательны. Рядом школа. Я рада, что ты понимаешь. Это, блин, вот будешь плакать, когда шаги признают. Я это в курсе. Ничего, это больше. Ты машину Поверните налево. Через 300 метров на светофоре поверните направо. Поверните направо. Там еще какие-то давала, поэтому не знаю, там английский. Нет, мне кажется, это говорит. Я уже такой весь спросить, что ты вроде общество знания. Нет, я передумала. И очень хорошо. Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. У меня одноклассница писала мне вот недавно на 4. Ей прекрасно сдавали, просто так обрадовалась, что мы Если базу у тебя тоже нет? Поверните направо. Во двор. Здесь, да? Да. Ага. Пожалуйста. Вы приехали. Все хорошо. Спасибо за Мало, поездку. мало. Заказ будет оплачен Так, картой. едем дальше, мы едем. Для улучшения в качества Абрамцевское на обслуживания поставьте нам Алиса. оценку в приложении. Абрамцевская 11К1. Поехали. Вот такие дела. Так, включаем переднюю камеру. Так, куда мы едем? Налево, блин. Ух.
разворачиваю авианосец свой. Задолбал. Через Так, 100 метров поверните направо во двор, а затем поверните направо. Поверните направо во двор, а затем поверните направо. Пассажир написал: «Здравствуйте, у меня 4 подъезд». чего у тебя? Чего ты там написала? Там 4-й подъезд. Я думал, 4 чемодана. Нет, написала, что 4-й подъезд. Ну, 4-й так 4-й. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните налево. Так. Поверните налево. До конца маршрута осталось 100 метров. Два, три, четыре. Вы приехали. Добрый вечер. Дети чудные вообще сил нету. Играть, что ли? Да нет, я с работы как бы иду. А, А я же медсестрой там работаю. Они мне А. кричат: Галина Михайловна, прививочки. да. А прививки все у них уже сделаны, эти детей, которые кричат. Потому что не Любят делать прививки? Добро тебе пожаловать. страшно. Не забудьте пристегнуть Да нет, они ремни вообще- безопасности, даже на заднем сидении. Поездка по Я не знаю, Яндекс.Картам и как вам займет это там воспитатели, 7 помощники минут. воспитателей? Развернитесь. Они даже теперь в прививочном кабинете у меня тоже. А, ну. Молодцы. Ничего, вроде как бы освоились. Да, можно налево. Да, мы налево. Ага. Я думала... Через 200 метров поверните направо, а затем поверните направо. Давайте еще нам прививки. Я говорю, хватит с вас. Не надо лишнего. Я, говорю, только мату не люблю делать. Ну, эту пуговицу. А вообще взрослым есть какой-то график этих прививок? АДСМ раз 10 лет, дифтерийных столбнячных. Ну, А вообще, ну вот, какие-то другие, вот, или ну, может есть быть у по них, желанию? у кого-то там, ну, кто часто болеет, кто постарше, у них там вот это... Поверните направо, а затем поверните направо. Прививка тоже есть. Ну вот, например, смотрите, я же с людьми, да, Да. контактирую, и в целом болеть не хочется. И Против вот, грипп прививку да, надо было грипп, сделать. да, противогриппный Сейчас там. грипп А и Б есть, кстати, даже несмотря на погоду. А как-то вот есть какой-то сайт, вот, чтобы отслеживать вот эти все графики, вот когда Поверните можно налево, и- а затем поверните Там налево. в клинике рекомендуют, это вот можно в вашей карте в электронной посмотреть. Да, кстати, в карте, да, я видел Там есть такое, да, рекомендации. точно, вот хорошо напомнил. Да, там я видел такое поле. Мгм. Ну, они в основном Не не хочет. хочет. Они в основном это самое такие против гриппа, против сезонных инфекций больше. А почему врачи не болеют? Реже болеют, чем Не знаю, иммунитет, остальные. наверное, вырабатывается, потому что все время с больными. Наверное, уже выработался. Ну вам прививки что ли, тоже делают? Не, у нас профилактика здесь, у нас же не болеет, дети здоровые. У них как по плану прививки просто идут плановые. Ага. Хотя не
Мгм. Сейчас не жалуют. Раньше как бы, ну, заболел ребенок, вот, в любое время, даже если он часто болеет, больничные давали, а сейчас что-то жмут они там, не платят. Ну, видимо, кто-то профессионально так это дело Подвинул подсел всё это. на это Да. дело. Больничный. Вот. Вроде бы ребенок, вроде так отказать нельзя, да? Ну, то есть кто-то, скорее всего, злоупотребляет. Мне так кажется. Ну, может быть, как бы, Я- бывает такое, что для того, чтобы съездить куда-то, сходить. Да, я же тоже, например, на работе тоже иногда, ой, так не это, шел в поликлинику и там так и так, вот там болею, ну, можете выписать мне больничный. Но они иногда идут навстречу. Да, ну, там в целом видят, что мне плохо, но это по молодости, понятно, почему плохо Но было. все равно, как бы, Там не я-то все на выспался. ногах, я даже ангину на ногах переносила, потому что я не могла отказать старшей медсестре, Мгм. потому что она меня отпустила, когда мне нужно было. Она говорит, а я тебя попрошу, когда мне нужно будет. И у меня как раз ангина началась, 39 температура, а я не могу ее подвести, потому что я ей обещала. Я работала с этой температурой в черном кабинете. Я тогда во взрослой работала. Скажите, сейчас какая-то реформа намечается? И вот вообще все, что сейчас происходит, например, за последние там 2-3 года в медицине, с вашей точки зрения, Я сейчас по протоколам, это по американским все делаю. больше плюс или ВОЗовская программа. ВОЗ? Врачи работают по протоколам. Ну, ВОЗ, мне кажется, плохо. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Ну, нормальные врачи, они рекомендуют одно, пишут другое, чтобы этим отписаться, а этим правильно сказать. Но не все поймут, почему, скажут, в карточке это написано, а мы сказали то. Тоже есть вредные такие, не понимающие. Ну да. Сложно сейчас. Больше по протоколам они по этим работают, которые заранее написаны на всякие заболевания. Не знаю, раньше врачи лучше были. В том плане, что у них свое мнение всегда было. А искусственный интеллект внедряют Ну, частично. на флюорографии, да, и где-то еще? Ой, проехали. Ну, ладно. Ну, можно Почему? дальше. Да? Ладно. Можно вот здесь вот за газетным киоском через год потом проехать. Дорогая зима. Здесь вот можно. Где газеты за ними. Через 200 метров на светофоре поверните налево. Можно, конечно, и кругом поехать, по светофору, как хотите. Как? Можно здесь. Давайте. И сейчас вот налево повернуть, вдоль дома поехать, и там в арку через двор. Там просто кирпич поставили давно уже. Где? Ну нет, здесь-то нет. Там раньше можно было прям напрямую не объезжать. К дому прям раз и все. За башневым затой, а сейчас все. Сейчас вот сюда. Маршрут перестроен. Мгм. Через 100 метров поверните направо, во двор, а затем поверните налево. И налево. Поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. Не, ну все равно все зависит от человека, от врача. Да, Всё конечно. равно. Вот старые врачи, они вот хорошие, но они уходят уже. Мгм. Не выдерживают это все. Поверните налево, а затем Вот, поверните и направо. образование, Раньше свое мнение врачам был, никто ему не навязывал ничего. Он как учился хорошо, так и работал. Вот сейчас ну вот эти врачи, которые вот с 50-х До конца маршрута осталось 200 метров. 50-е всякие. Вот они хорошие врачи. Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. Вот этот мой подъезд серенький. Я вот тут, да, вот тут прохожу. Пожалуйста. Спасибо большое. Все, вам хорошего вечера. Вам тоже хорошего вечера. До свидания. До свидания. Спасибо. Очень плавно машина. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен До картой. свидания. Для улучшения качества обслуживания
Поставьте нам оценку в приложении. Так, Через камера 100 метров поверните налево, а затем поверните налево. Так. Вот, появилась. Что-то она. Блин. Камера что-то отвалилась. Сейчас придется починить ее немножко перед следующим заказом. Так, а как мне ее починить? Блин, да что ты? Так, что делаем, что делаем, что делаем? Залипла камера.